Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень вкусный и очень эффектный торт «Зебра». Именно бисквитный торт, ни в коем случае не пирог. Со вкусом классического бисквита, ванильного и шоколадного, и с очень вкусным сливочно-шоколадным кремом. Здесь у меня 8 яиц. Я их разделила на желтки и белки. Яйца по 50 грамм комнатной температуры. Вначале я буду взбивать белки, добавляю туда пакетик ванильного сахара и взбиваю где-то примерно минуту и добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала. От общего количества сахара 260 грамм я добавлю в белки 1/4. Взбивала всю смесь я примерно минуты 4. Вот такая пышная глянцевая меренга должна получиться. Если я переворачиваю миску, ничего с меренгой не происходит. Теперь будем взбивать желтки. Желтки нужно взбивать очень хорошо. Весь оставшийся сахар порциями я буду вводить в желтки. Желтки я взбиваю не менее 5 минут. Многие не взбивают достаточно желтки, и от этого бисквит потом опадает. Вот до такого побелевшего состояния пышной массы должны быть взбиты желтки. Венчики нам больше не понадобятся. И я теперь все это буду смешивать лопаткой. Все белки аккуратно складывающими движениями вмешиваем в желтки. Такая пышная масса в итоге должна получиться. Теперь на весах я разделяю тесто на 2 равные части в отдельных емкостях и буду добавлять в них в одну емкость только муку, а в другую емкость муку с какао. В светлое тесто я добавляю порциями 120 грамм муки. Аккуратно перемешиваю их силиконовой лопаткой. В несколько приемов, конечно же, добавляем, чтобы тесто не осело. Теперь приготовим шоколадное тесто. Здесь у меня 95 грамм муки. Также вводим муку порциями. И добавляем туда 25 грамм какао-порошка. У меня какао не алкализованный порошок. Также складывающими движениями аккуратно все перемешиваем. И шоколадное, и светлое тесто готово. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Здесь у меня формы по 18 сантиметров. И аккуратно ложками начинаем в центр формы выкладывать тесто. Сначала шоколадное, потом светлое. И так их чередуем, пока у нас не закончится все тесто. Конечно же, в данном виде бисквита, вот в бисквите «Зебра», это, по сути, чудо-бисквит без разрыхлителя здесь у меня с крахмалом. Здесь, конечно же, на выходе бисквит получится более низким, чем обычный, потому что мы очень много манипуляций производим с этим бисквитом. Постучим предварительно и убираем в духовку где-то на 30 минут. У меня прошло здесь 35 минут.
Бисквиты выпеклись, проверяем их деревянной палочкой. Палочка должна выходить сухая и чистая. Как только можем дотрагиваться до формы, освобождаем бисквиты из формы. Остужаем их до комнатной температуры и убираем их потом где-то на 8 часов в холодильник, чтобы бисквиты отдохнули. Потому что эти бисквиты мы выпекаем без разрыхлителя. Перед нарезанием они должны уже стабилизироваться. Здесь у меня прошла ночь. Я достаю бисквит из холодильника и начинаю его уже нарезать кондитерской струной. Вы же можете нарезать ножом, как вам нравится. Разрежу я каждый бисквит на 2 коржа. Но коржи у меня высокие, по 2,5 сантиметра, чтобы было видно этот красивый рисунок зебры. И это будет очень эффектно смотреться потом в торте. Остается небольшой обрезочек. Но я это делаю для того, чтобы именно был красивый разрез у торта. Такие 4 высоких коржа у меня получились. Теперь приготовим крем. Я вскипятила 150 мл сливок, они очень горячие. Я добавляю туда 100 грамм темного шоколада, 50% какао в шоколаде у меня. И 80 грамм сахара. Сейчас я все это просто перемешаю венчиком. И шоколад, и сахар полностью растворяются сейчас в горячих сливках. Вы же можете по вкусу сахар добавлять. Я переливаю это просто в емкость и уберу сейчас в холодильник буквально на полчаса, чтобы масса эта вся у меня стабилизировалась. Таким образом крем готовится очень быстро. Прошло у меня полчаса. Здесь у меня 500 мл сливок для взбивания, 33% жирности. Сюда же я отправляю всю охлажденную шоколадную смесь. Она уже стабилизировалась, эта смесь. И сейчас я начинаю взбивать эту смесь до устойчивых пиков. Крем очень простой и со вкусом мороженого шоколадного получается, сливочного хорошего мороженого. Вот такая консистенция у крема должна получиться. Я пропитываю свои коржи перед тем, как я наношу на них крем. Крем я сейчас выкладываю в кондитерский мешок, для того, чтобы мне удобно было просто его наносить, чтобы потом разрез был ровный у торта. Вы же можете просто кондитерской лопаткой наносить. Пропитываю просто кипяченой водой, потому что торт будет еще, если со сладкой пропиткой, очень сладкий. Разравниваю каждый корж и собираю торт. Торт очень вкусный получается, очень эффектный и со вкусом именно классических ванильного и шоколадного бисквита. Это ни в коем случае не пирог. То есть вообще совершенно другой вкус. Торт очень легкий на вкус и очень благородный по вкусу, я бы сказала. Не забываем пропитывать и верхний корж. И убираю сейчас в холодильник в кольце. И вот такие папки у меня обычные канцелярские. Я убираю где-то часа на 4 минимум, чтобы стабилизировался крем. Я достала, у меня прошло около 6 часов. Я достала торт из холодильника. Крем уже схватился очень хорошо, потому что шоколад стабилизирует сливки. И остаток крема я также убирала в холодильник. И теперь я этим кремом слегка выровняю торт. Это просто домашний такой тортик, чтобы вам показать вот эту начинку. Вы же можете покрывать его и белковым кремом, и ганашем, и мастикой, все, что вам понадобится. Здесь у меня уже готовые такие конфетки в виде зебры. И сейчас покажу вам торт в разрезе. Нарезается очень хорошо. Разрез, конечно, этого торта очень эффектный.
очень красивый, подойдет и на детский праздник, и для взрослых, и нравится всегда и всем. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.